Всем привет! В сегодняшнем видео продолжим разработку игры в жанре Survival Horror на Unreal Engine 5.6. Для начала покажу, что изменилось с момента записи прошлого видео. Если честно, я не совсем помню, что уже сделал, что нет, но вроде как я поменял, немножко изменил модели некоторые. Например, это вот каталка. Частично я ее переделал, ориентировался на картинки в гугле. Примерно вот такая вот получилась она. Далее что? Диванчики, по-моему, я тоже немножко поменял. Вот такие. Тоже я просто немножко сделал фаски здесь. Особо ничего не поменялось в целом. Далее что? Немножко поработал с материалами, накинул на базовые материалы. Точнее, не на базовые, на инстансы материалов. Нет, точнее в Master Material я закинул возможность добавлять текстуры шума в ноду, подключать в ноду шероховатости. Вот. Также немножко поменял ассет здесь камина. Вот такой камин получился. Так, ну часы не помню, показывал или нет. Ну ладно, хорошо. И стулья вот тоже немножко переделал. Вот такие вот стулья получились. Так, ну в целом, походу, если что-то вспомню, еще покажу. В сегодняшнем видео я хочу сделать механику, когда персонаж пролазит через щели в стене. Например, когда вход основной заблокирован, и здесь есть какая-нибудь щель, допустим, да, или не обязательно в стене, может быть между какими-то объектами. И когда персонаж подходит к ней и протискивается, и попадает в следующее помещение, там где-то что-то может сделать, там открыть короткий путь и так далее. Так, ну давайте начнем. Так, для начала я создам blueprint. Так, кстати, у меня уже есть тут заготовленная секвенция. Сейчас покажу, как она выглядит. То есть именно сама анимация, как персонаж будет пролазить. Стартовая позиция — это кадр из анимации Idle. И вот так выглядит сама анимация. Вот так будет пролазить персонаж. Если посмотреть помедленнее, это будет выглядеть примерно вот так. Вот, то есть я ее буду использовать в качестве основы для анимации. Так, ну что, давайте я тогда создам blueprint. Назовем его BP. По-английски gap, щель в стене. Так, открываем. Что нам нужно сделать? Ну, пока что это будет у нас тут пара статик мешей, которые будут имитировать стену справа и слева. Пока что это будут у нас кубики. Ну вот будет обычный SM Cube. Так, я его сразу сдвину. Нет, давайте я лучше сделаю тот, где у нас пивот по центру идет. Обычный куб тогда выберем, без SM. Вот, пока вот так пусть будет. Так, и мы его слегка подвинем. Так, давайте я буду... Так, как его лучше подвинуть? Давайте подвинем его вот так вот сюда. Ну, примерно вот на 150 единиц. Сделаем его чуть поуже. Хотя нет, давайте... Пока вот эту вот толщину поменяем только. Остальные пока трогать не будем. Так, забыл убрать замок. И такая вот у нас будет стенка, имитация стенки. Так, ну и давайте ее приподнимем чуть-чуть, чтобы она у нас была примерно, ну, на уровне пола. Ну вот как-то так. Так, давайте мы ее продублируем теперь. Но здесь уже поменяем минус 150 на 150. То есть они у нас будут находиться на одинаковом расстоянии от центра блупринта. Так будет проще позиционировать. Давайте я пока перекину на сцену. Так как у меня здесь
анимация стоит в этом месте, то есть и ключи там тоже подогнаны под перемещение персонажа, то есть мне проще убрать эту лестницу, чтобы она не мешала мне, а потом вернуть на место. Так, перекидываем сюда наш blueprint. Так, видно, что они очень далеко находятся друг от друга. Давайте немножко подвинем. Давайте я сделаю привязку 10 к сетке. Сместим это вот сюда, это сюда. Так, 110 и минус 110. Сразу запущу здесь секвенсор. Так, теперь мне нужно подвинуть blueprint, позиционировать. Так, давайте пока точно подгонять будем попозже. Теперь мне нужно сделать две стрелочки, то есть это будет у нас, они будут нам показывать место, где будет начинаться эта анимация, то есть откуда будет персонаж начинать свое движение. Сначала создадим одну стрелочку, развернем ее на 90 градусов сюда. Так, и подвинем. Так, локацию давайте сбросим. Так, нам надо ее привязать сюда, сбросить локацию. Так, вот теперь она у нас в центре. И сместим немножко вот, наверное, вот сюда. То есть сначала будет у нас, с одной стороны, движение будет начинаться отсюда. Это у нас будет, давайте сразу буду подписывать arrow 1. И сделаем вторую, поменяем ей цвет, чтобы нам не путаться. И у второй будут обратные координаты относительно центра. Вот, ну как-то так. Я их сделаю видимыми в игре. Уберу параметр Hidden in Game, чтобы я их видел пока что. То есть теперь нам нужно сделать так, чтобы начальный кадр анимации, то есть в начальном кадре анимации локейшн персонажа совпадал с локейшн этой стрелочки. Так, давайте теперь смотреть будем. Так, какие здесь координаты у персонажа? Минус 770, 810. Так, теперь здесь открываем стрелочку. Угу. Так, нам надо еще так вот сдвинуть. По-моему, так. Давайте проверим еще раз. Наоборот, в другую сторону нужно было сдвинуть. Так, и теперь у стрелочки сбросим сейчас локацию и смотрим минус 770, 810. Все, теперь у нас тут совпадают координаты. Все, так сохраню пока. И теперь будем подгонять вот эти стенки под движение, под анимацию персонажа. То есть я сейчас немножко перемотаю. Можно по ключам перемещаться. То есть вот у нас первый кадр. Левая рука упирается в стенку. То есть мне нужно теперь, значит, эти стенки увеличить так, чтобы они касались этой руки.
Так, во-первых, я их сделаю побольше. Повыше, точнее. Ну, я думаю, такой высоты пока что будет достаточно. Теперь нам надо их... так. Теперь нам надо их сдвинуть еще ближе друг к другу. Так, привязку можно сделать по 10. И я начинаю двигать, то есть эту сюда и эту сюда. Еще нужно. Ну, пока что так. И теперь нам нужно сделать эти стенки, я так понимаю, толще. Давайте посмотрим, что получится у меня. Так, первый кадр есть. Теперь идет следующий кадр. Вот так. Еще немножко нужно сдвинуть, я так понимаю, друг к другу. Теперь уже можно по 5 единиц сделать привязку. Ладно, давайте пока оставим так, потом, если что, подгоним еще. Так, второй кадр. Ну, точнее, это уже третий кадр. Потом идет вот такой кадр, когда мы стоим посередине. Потом следующий кадр мы начинаем выходить. И в конце оказываемся вот тут. То есть в целом, я думаю, подходят пока размеры. Если что, потом еще поменяем. Так как я делаю симметрично все трансформации здесь, что у этого куба, что и у этого, то анимация должна одинаково правильно работать с обеих сторон. Надо убедиться, что все цифры здесь симметричны. Здесь минус 70, здесь 70. Ну, то есть не симметричные, да, симметричные, но в обратную сторону. Так, теперь смотрим здесь. 5 минус 8, здесь у нас минус 5. Ой, 5 минус 80, а здесь минус 5, 80. Угу. Так, давайте я их переименую, чтобы потом не путаться. Тут будет 2, здесь будет static mesh 1. Так, хорошо. И теперь нужно еще сделать мне, я так думаю, я буду делать, как я буду делать? Я сделаю коллизии здесь, бокса. То есть, когда персонаж будет попадать в эту коллизию, это будет значить, что персонаж готов пролезть через эту щель, да, то есть, чтобы движок знал, что в этот момент нужно отслеживать какие-то нажатия персонажа. То есть, в моем случае я хочу, наверное, сделать так, чтобы персонаж стоял у щели, смотрел прямо, ну, с отклонением там плюс-минус несколько градусов, и нажимал кнопку вперед, и только в таком случае он будет пролазить через эту щель. Поэтому мне нужно создать бокс коллизии. Так, создаем одну. Называем ее бокс 1. Так, первый бокс коллизии, соответственно, двигаем немножко сюда. Можно ее немножко расширить. Ну вот как-то так, да? И продублируем. И теперь инвертируем location. 70 меняем на минус 70. Также я сделаю, чтобы их было видно в игре. Пока отключаем параметр Hidden in Game. Так, теперь нужно настроить сами коллизии, да? Давайте пока логику сначала сделаем. То есть при начале пересечения с этим боксом у нас будет одна логика. Далее будет логика при начале пересечения со вторым боксом.
И, соответственно, при окончании, да, on end overlap, и у того, и у другого будет. Вот у нас 4 события будет. Также, думаю, мне понадобится здесь интерфейс. Назовем его BPI Squeeze. То есть squeeze, ну да, то есть squeeze это пролазить по-английски или притискиваться, да, то есть через щель. Сразу подключаем его здесь. Хотя здесь, по-моему, и не нужно, да, толком. Это нужно в персонаже подключить. Так, у нас будет нода, функция сначала первая, то есть, для начала у нас будет событие, то есть когда мы будем пересекать эту коллизию, нам нужно будет вызывать функцию, отправлять какие-то данные персонажу, да, то есть в какую точку он должен будет переместиться, если вдруг он захочет начать протискиваться. То есть давайте так и назовем: squeeze start overlap. Так, у него мы будем передавать, я так думаю, нам надо передавать координаты вот этих двух стрелочек. То есть первая стрелочка для того, чтобы начать движение, да, а вторая, я так думаю, что когда мы будем выходить, то есть если мы вдруг захотим сразу назад вернуться, чтобы мы знали уже координаты второй стрелочки. Так, давайте создадим сюда два инпута. Это у нас будут векторы. Старт будет у нас. Потом будет старт 1 тогда и старт 2, да, соответственно. Теперь, получается, когда мы будем начинать, когда мы будем пересекаться с этим кубом, мы будем проверять сначала, пересек ли этот персонаж наш куб, то есть сравнивать его. В том случае, если это будет true, то есть если это персонаж пересек эту коллизию, мы будем отправлять ему сообщение. Будем отправлять ему сообщение start. Так, как называется у нас функция здесь? Squeeze start overlap. Так, в качестве первой координаты мы будем отправлять координаты первой стрелочки. Это у нас будет get word location. И, соответственно, точно так же будет, мы будем передавать координаты второй стрелочки сразу же. Вот. Так, теперь при пересечении второго будет делаться все то же самое, только наоборот. Точнее, просто мы будем менять местами первую и вторую стрелочку. Первую подаем в 2, а вторую подаем в 1. То есть можно их поменять местами вот так. Так, ну и соответственно, когда мы будем выходить из этого бокса, из этих боксов, мы будем отправлять сообщение squeeze and overlap, да? Тут мы никаких параметров передавать не будем, то есть будем просто передавать сообщение. Опять-таки будем проверять, персонаж ли это у нас. Если да, то есть если это игровой персонаж, то будем ему отправлять сообщение squeeze and overlap. То же самое здесь делаем. Так, в принципе, пока что здесь все. Так, здесь пока закончили. Теперь, я думаю, дальше логику нам нужно будет делать самому персонажу. Ну, давайте я пока через print-string буду проверять, что у нас срабатывает здесь пересечение. Ну и, кстати, да, коллизии теперь нужно тоже настроить. То есть у нас коллизии здесь какие будут идти? Overlap, All Dynamic нам не надо. То есть мы тогда
просто не сможем пройти через него. Будем делать просто пока что давайте overlap all сделаем. И здесь overlap all. И вообще, конечно, давайте лучше сделаем custom. Сделаем все ignore, а overlap у нас будет только на palm. И точно так же здесь. Так, давайте попробуем пробежаться сюда. Так, все, срабатывает. Hello, здесь выходит сообщение, здесь тоже выходит сообщение. Так, идем. Теперь открываем blueprint нашего персонажа. Так, где у нас World Settings, Default Pan Class. Так, этот лишние графы мы позакрываем. И, соответственно, я создам новый граф. Назовем его граф Squeeze. Подключаем сюда нужный интерфейс. Компилируем. Так, и теперь, получается, находим эту функцию. Точнее, да, функцию нашу первую. Squeeze Start Overlap. Так, я его перекидываю в этот граф. Так, соответственно, эти данные мне нужно, я думаю, сохранить в переменную. Так, назовем их Squeeze Start 1. И Squeeze Start 2. Мы будем перемещать персонажа в координаты, именно в эти координаты. Но тут есть загвоздка, что нам желательно не трогать координату z, а сохранять ее неизменной, да, то есть поэтому мы будем разделять этот контакт на структуры, а координату z брать из координат игрока. Так. Так, get actor location. Так, это все разделяем. Подключаем x, y сюда, z сюда. И здесь x, y подключаем, z сюда. Давайте вот так вот сделаем, чтобы потом мне не путаться. Ну, как-то так, пускай пока будет. Соответственно, и, наверное, что еще? Так, ну хорошо, давайте пока так оставим. Так, теперь получается, когда мы пересекаем этот бокс, мы получаем координаты, и, соответственно, потом при определенном каком-то действии мы будем начинать анимацию, да? Так, ну, во-первых, давайте я саму анимацию сейчас запеку. Так, нажимаем Bake to Control Rig. Ой, нет, Bake Animation Sequence. Так, заходим в папку Blueprints, Squeeze. Назовем ее Anim. Anim Squeeze, так и будет называться. Так, сохраняем. Так, теперь нам нужно из нее сделать аним-монтаж. Создаем аним-монтаж. Мы будем проигрывать этот аним-монтаж. Так, ну и теперь нам нужно сделать кастомный ивент, который будет запускать это все дело, да? Так, назовем его Start Squeeze. Так, думаю, логики здесь будет много, поэтому будем делать через sequence это все. Так, ну, в первую очередь, что мы будем делать? Как обычно, по стандарту будем отключать перемещение, да? Disable Movement. То есть, чтобы персонаж не мог двигаться, ходить туда-сюда и так далее. Потом, далее, что мы будем делать? Мы будем перемещать персонажа в нужную точку. Set Actor Location. Мы будем его перемещать в эту точку Squeeze Start 1.
Далее, также нам нужно еще развернуть персонажа, поэтому для того, чтобы знать, куда развернуть, нам нужно также и отправлять эту данную, да. То есть нам, в принципе, достаточно будет только одно значение типа float, то есть вращение по оси Z. Какое значение будем брать? Естественно, мы будем брать значение, я думаю, давайте будем отправлять rotation этих кубов, ну, соответственно, тогда нужно один из них развернуть на 180 градусов. И тогда, что мы еще делаем? Давайте вот это немножко отодвинем все. Так, это можно удалять. Так, берем бокс 1, вытаскиваем из него World Rotation и берем, отправляем только координату Z. Точнее, значение по оси Z только. Здесь то же самое, только у второго бокса берем. Соответственно, у персонажа это значение точно так же записываем в переменную. Promote variable, назовем его squeeze rotation. Не буду отправлять сразу rotation двух боксов, потому что, в принципе, достаточно будет просто развернуть этот угол на 180 градусов. Так, ну теперь берем... Так, теперь берем set actor rotation. Опять-таки меняем только по оси Z, поэтому нам нужно получить сначала изначальные данные у персонажа. X, Y оставляем неизменными, а Z подаем именно вот это значение, которое получили от блупринта. Все, теперь мы отключили перемещение персонажу, подвинули его куда нужно и развернули. Так, следующее, что мы делаем, это мы проигрываем аним-монтаж. Так, play аним-монтаж. Нет, давайте другую ноду выберем. Вот, play монтаж. Так, skeletal mesh мы выбираем. Давайте пока вот делаем вот этот. Посмотрим. Так, монтаж to play мы выбираем вот этот. Так. Угу. Далее, что мы должны сделать? Давайте пока проверим вообще, как это работает. Так, когда мы будем вызывать это событие? То есть я хочу сделать так, чтобы при нажатии на клавишу вперед только она работала. Только тогда. У нас за ответ при нажатии на клавишу перемещения отвечает уже есть функция move. Да, вот она. Ну, нам надо теперь сделать дополнительную проверку перед тем, как мы будем решать, должен ли просто персонаж перемещаться, как положено ему, да, как обычно, или должен активироваться режим протискивания, да, через щель. То есть нам нужно сделать здесь дополнительную проверку сначала, и она будет срабатывать каждый раз, когда мы будем нажимать клавишу вперед. Вот сюда. Так. Давайте поэтому, я думаю, создадим функцию отдельную. Так, давайте назовем ее can squeeze давайте вот так назовем can squeeze. Так, сделаем ее чистой. Выходной параметр будет булиновый. То есть может ли, да, либо нет, да. То есть и тут мы будем делать дополнительные проверки. И, кстати, нам нужно, то есть в эту функцию подавать значение, да, то есть какую клавишу нажал именно игрок. То есть по оси Y.
по оси x, по оси y, да? Поэтому у нас должно быть два входных параметра здесь, типа float. X и Y. Так, теперь смотрим, давайте делаем branch. То есть, если все условия совпадут, у нас будет возвращаться true. Если нет, то false. Теперь будем работать непосредственно с условиями. Так, их будет несколько, поэтому, скорее всего, будем выбирать. Нужен оператор AND boolean, то есть условий будет несколько. Так, во-первых, x должно быть равно нулю. То есть вправо-влево мы двигаться не должны. Ну, пока пускай так будет. Далее, y должен быть больше нуля. То есть мы должны двигаться вперед, а не назад. Далее, нам нужно убедиться, что мы находимся в зоне вот этих вот боксов, да. То есть, когда мы заходим в зону этих боксов, мы отправляем сообщение персонажу, и, соответственно, он должен здесь, я думаю, тогда нам нужно сохранить переменную, создать, и назначать ей значение. Давайте назовем его near gap, да, то есть возле щели, если он находится, то есть по умолчанию она будет false. При получении этого сообщения мы будем задавать значение true этой переменной. И теперь также, когда мы выходим из этой зоны, вот squeeze and overlap, да, мы будем задавать значение false этой переменной. Соответственно, когда мы проверяем возможность начала вот этой вот анимации, мы должны также проверить еще и эту переменную. То есть мы должны находиться непосредственно в области этого бокса. Далее мы должны двигаться строго вперед, не должны двигаться вправо-влево. И также еще нужно отслеживать вращение, да, персонажа. То есть он должен смотреть примерно туда же. То есть его rotation персонажа должен совпадать примерно с ротейшеном вот этого бокса, да, ну плюс-минус там несколько градусов. Поэтому еще одно условие должно быть. У нас есть вот оно, это значение squeeze rotation. И также мы получаем actor rotation. Здесь мы будем сравнивать только по оси Z эти значения. То есть теперь нужно вызвать ноду nearly equal, да, то есть почти одинаковые, если значения. То есть тут можно задать погрешность. Примерно давайте будет 2 градуса погрешность. То есть если будет плюс-минус 2 градуса одинаковые значения, значит это условие будет выполнено. И только в таком случае, то есть если все эти условия будут выполнены, движок будет знать, что мы сейчас вместо обычного перемещения должны будем запустить анимацию протискивания, да, через вот эту щель. Поэтому здесь теперь мы перед вызовом вот этой функции мы сначала будем проверять, вызывать эту функцию. Где она у нас? Давайте вызовем функцию. Так, can squeeze, да? Ставим branch. То есть только если false, будем выполнять move. И точно так же. Так, x подключаем сюда, y подключаем сюда. И дублируем это все для джойстика также. Так, можно это все вот так подвинуть. И получается, если условия все будут выполнены, мы будем вызывать наш кастомный ивент, который мы создали. Который называется Start Squeeze. Вот. Как-то так должна, да, работать эта логика. Так, она у нас что делает? Отключает ввод персонажу. Давайте сразу on completed повесим, что будем возвращать ввод. Так, мы это будем делать через set movement mode.
set movement mode. То есть при завершении этого анимонтажа мы будем возвращать ему возможность перемещаться. Давайте проверим вообще, что работает. Так, нам нужно закрыть здесь секвенцию, потому что нам будет тут этот персонаж мешать. Так, пока что ничего не работает. Так, давайте проверять. Сначала давайте проверим функцию. Вот эту KinSqueeze, что она нам выдает. Ну и так понятно, что она нам выдает false, потому что если бы она выдала нам true, у нас бы запустился event. Так как я могу дальше двигаться спокойно, значит эта функция выдает нам false всегда. Значит, можно по отдельности здесь выдавать, через print-string, да, выводить. Так, ну давайте пока что вот сделаем. Буду по частям выводить. То есть сначала это условие выведем сейчас. Так, ну вот true срабатывает всегда, когда я нажимаю просто вперед. Хорошо, это понятно. Так, теперь это, думаю, тоже можно не проверять. Вот просто если нажимаю вперед, да, то есть всегда будет true. Так, теперь давайте вот это условие проверим. То есть пока что всегда false, как только я зайду, в эту область захожу, становится true. То есть это условие тоже выполняется. Значит, у нас, скорее всего, проблема в этом условии. То есть, что у нас не совпадают rotation, да? Давайте будем именно выводить их. Точнее, давайте при нажатии на какую-нибудь кнопку буду просто получать эти значения, да? Выводить на экран. Давайте на клавишу, допустим, ну, пускай на клавишу 1, да? Так, будем выводить print string. Здесь у нас будет несколько значений. Так, отсюда print string я убираю. Так, первое. Сначала будем выводить actor rotation. Ой, где-то actor rotation нужен. Так, по оси Z пишем actor. Вводим сюда. Потом пишем squeeze. И выдаем, подключаем это значение. Так, сейчас будет неправильное значение, потому что мы получаем rotation вот этого бокса, когда мы в него только попадаем, да? То есть давайте я в него зайду сейчас, нажимаю 1. Так, у персонажа минус 84, а squeeze здесь нам отправляется 0. Угу. Так, получается, нам нужно их развернуть, скорее всего. Так, чтобы здесь у нас стало... Давайте вот на 90 градусов повернем сюда. Все, теперь примерно они совпадают. Так, получается, этот нам надо, и этот, получается, также развернуть на 90 градусов. Теперь все условия должны сработать.
Да, событие сработало, потому что я не могу перемещаться теперь. Нет. Так, нам бы этого убрать куда-нибудь сейчас. Давайте я пока куда-нибудь его на улицу выкину, чтобы он нам не мешался. И давайте Player Start передвину куда-нибудь поближе, да, чтобы мне каждый раз не бегать далеко. Так, вот смотрите, у нас... так, мне кажется, погрешность 2 как-то мало, да, очень? Давайте я попробую сделать погрешность... Ну, пускай пока что 10 будет, да? На какое-то время срабатывает, потому что я не могу ничего нажимать. И только через какое-то время у меня возвращается возможность перемещаться. То есть, значит, в принципе, событие вызывается. А значит, теперь проблема... Не проблема, а, скорее всего, что-то с монтажом, да? То есть, давайте теперь посмотрим. Может быть, в анимационном блупринте у нас какая-то есть... Давайте я просто буду пока что проверять отдельные блоки. Так, давайте пока вот это вот отключим. То есть при нажатии на единицу у меня должен будет срабатывать вот этот аниммонтаж. Возможно, я не тот mesh подключил. То есть у нас тут стоит какой? First person mesh, да? Можно попробовать вот этот подключить. Вообще, конечно, мне не очень нравится вот этот подход андреевский при использовании блупринта персонажа от первого лица, да, то есть у него тут два меша есть, один из них каким-то образом копирует, ну не то чтобы каким-то образом позу копирует, да, то есть анимационный блупринт у них один, но там еще есть какая-то логика, которая делает так, чтобы голова там куда-то смещалась, шея и так далее. Ну, в общем, мне это пока не особо нужно, я просто проверю сейчас. Да, вот видим теперь, что у нас анимонтаж срабатывает. Значит, нам надо было другой меш подключить. В принципе, и все, да? Так, все, здесь это можно убирать. Эту функцию закрываем. Так, теперь это убираем. Теперь, если я подойду сюда, вот он срабатывает монтаж, но нужно еще нам переместить персонажа. То есть сдвинуть его вперед, да? Будем делать это через таймлайн. Так, монтаж у нас сколько длится? По-моему, 1,4 секунды вроде бы как. Да, 1,4. Так, задаем длительность 1,4. Создаем дорожку, два ключа. У первого все по нулям. Второго значение единица, время 1,4. Так, все. Теперь здесь делаем, на апдейт делаем set actor rotation. Так, это подключаем сюда. Play from start. Так, здесь делаем, не rotation, а location, да? Так, set actor location. Так, здесь мы делаем lerp. Альфа подключаем сюда. Так, теперь в качестве начальной точки мы берем вот эту координату, squeeze start 1, да? А в качестве конечной мы будем делать, то есть мы будем добавлять сюда определенные значения. Какое значение мы будем брать? Мы будем брать вектор, forward вектор у персонажа. Умножать его будем на определенные значения. Добавлять сюда. И подключаем это сюда. Так, значение, по-моему, было... Так, какое у нас значение было тут в секвенции?
Так, надо бы вспомнить. Так, по-моему, у меня было 180. Так что мы будем здесь добавлять 180. Ну и теперь давайте уже вот это окончание будем делать уже сюда. Он finished, да? Давайте вот так попробуем. Запустим. Так, подходим сюда. Я буду специально вниз смотреть, чтобы смотреть на анимацию. В принципе, что-то сработало. Так, небольшая есть проблемка с смешиванием, точнее с blend. Да, то есть вначале у нас идет смешивание начальной позы. Так как у нас начальная точка этой анимации примерно совпадает с анимацией idle, то можно, в принципе, ее особо-то и не смешивать. Можно, в принципе, даже вот так вот сделать. Давайте попробуем запустить. Так, и теперь в конце, когда у нас будет это все заканчиваться, то есть мы должны поменять местами вот эти координаты, то есть чтобы мы знали, что мы, то есть чтобы заново не отправлять отсюда эти координаты, мы просто их же берем и меняем местами, то есть потому что когда мы будем заканчивать эту анимацию протискивания, да, то есть мы будем находиться в конце здесь, то есть в том же самом тоже в кубике этом, да, то есть это значит, что мы можем развернуться и обратно сразу же пролезть. Ну и зачем нам отправлять заново все эти координаты, если мы можем просто поменять их местами, да? То есть я просто сейчас создам еще один кастомный ивент. Так, это можно удалять уже. Так, давайте создам кастомный ивент, назовем его swap squeeze. Давайте вот так вот, то есть поменять локации, да, вот этих протискиваний. То есть два инпута будет, два вектора. То есть первый и второй. Соответственно, мы просто будем менять их местами. То есть мы берем старт 1 назначаем, старт 2, то есть второй сюда подсоединяем, а первый сюда. То есть мы просто меняем местами эти значения. Может быть, есть какая-то нода специально для этого, ну, я пока не знаю этого. В принципе, и так тоже не очень сложно сделать. Так, хорошо. То есть мы поменяли местами, и также нужно угол, да, поменять. То есть мы берем вот этот squeeze rotation, добавляем к нему 180 градусов, и также вызываем ноду normalize axis. То есть чтобы, если вдруг там получилось там плюс 500, плюс 600, да, там, допустим, то эта нода автоматически делает нормальным это значение, то есть нормализует, да? И задаем, то есть вот это значение. Вот. Теперь есть еще также проблема, я думаю, что когда во время выполнения вот этого аним-монтажа и когда мы перемещаем персонажа, то есть через эту щель, может сработать событие, то есть когда мы пересекаем вот этот куб, и у нас будут меняться значения, вот эти. Соответственно, они могут сломать нам наш таймлайн. Поэтому нужно также сделать еще одну переменную, то есть, что мы уже находимся в этой вот анимации, да, из squeezing можно сделать. Назовем ее is squeezing. То есть по умолчанию она у нас false. Теперь, то есть когда мы выбираем старт, вызываем это событие, нам нужно задать значение этой переменной true. А в конце задать ей false. И не забыть вызвать вот эту функцию события, которое мы только что создали. Подать сюда необходимые значения нам надо. То есть мы подаем вот эти два вектора. Первый и второй. А это событие меняет их местами.
Так, в конце мы задаем false этой переменной, то есть это движок будет знать, что мы уже не находимся в этой анимации, да, в этом состоянии. Соответственно, вот эта логика может происходить будет только когда мы не находимся в этой анимации, да, то есть только когда false. То есть обновление, да, вот этих данных. И, соответственно, функции тоже нужно добавить еще одно условие. Так, где эта функция? CanSqueeze. То есть мы не должны находиться уже в этом состоянии, то есть чтобы мы не могли повторно запускать, да, аниммонтаж. То есть мы берем, переворачиваем в нод boolean, то есть переворачиваем значение и подключаем сюда. Вот теперь давайте попробуем. То есть вот я иду, нажимаю вперед, протискиваемся. Теперь я могу развернуться. И ничего не работает. Но если выйти и зайти, то работает все нормально. Так, единственное, что поворот мне не совсем нравится. Какой-то... Как будто не до конца поворачивается. У нас потому что стоит... то есть мы мышкой вращаем персонажа, да? То есть нам нужно на время отключать. Так, у нас стоит, скорее всего, Orient Rotation. Нет, не Orient Rotation to Movement, а у нас, скорее всего, идет Use Pound Control Rotation. То есть если я его сейчас отключу. Так, нет, это все работает. Так. Вот Use Controller Rotation Yaw. По-моему, вот этот нужно отключать. Да, то есть если мы будем отключать его, то мы сможем мышкой двигать, смотреть по сторонам, но персонаж не будет вращаться при этом. Use Controller Rotation Yaw. То есть вот этот параметр нам нужно будет отключать на время вот этой вот анимации. Так, Set Use Controller Rotation Yaw. То есть здесь мы его сначала выключаем, а в конце здесь мы будем его включать обратно. Ну, теперь нужно попробовать. Точнее, сначала нужно отключить, потому что сначала мы должны отключить эту функцию, а потом уже только вращать персонажа, да? То есть надо все вот эти вот эту логику переместить подальше, а эту в начало. Сначала мы не даем персонажу двигаться, потом задаем вот эти переменные, а потом уже принудительно вращаем и позиционируем персонажа куда нам надо, как нам нужно. Так, ну вроде бы так как-то работает. Давайте смотреть. Пробуем зайти. Так, и мне... Так, и теперь нужно будет... Так. Угу. И вот это значение еще нужно будет задавать true. Наверное, поэтому не срабатывает. Обратное действие не срабатывает. Так, попробуем. Тут пролезли. И обратно можем пролезть. Угу. Так, единственное, что мне не нравится, почему не совсем, как будто бы не до конца поворачивается наш персонаж. Попробую я, может быть, сейчас камеру отодвинуть и посмотреть, в чем проблема, да? Так, где наша камера? Допустим, камеру я сдвину немножко вот куда-нибудь сюда подвину, вот так вот. И посмотрю, в чем дело. Запомнить чтобы значения эти. Так, у нас идет 2,8, 1,1,
13. Так, 2,8, 1,1, 13. Ну да, тут видите, из-за этого, скорее всего, из-за вот этого вот темплейта, да, андреевского, от первого лица. То есть вот такие вот деформации происходят. Скорее всего, они мешают мне нормально сделать аним-монтаж. Потому что, видите, у меня и шея куда-то вытягивается, и туловище как-то странно ведет себя. Наверное, я попробую все-таки сейчас вообще убрать вот этот вот второй меш. И сделаю обычный, вот классический, да, стандартный вид от первого лица. Так. То есть я уберу сейчас вот этот вот first person mesh, скорее всего. Так. Так, это что у нас вообще было? Drag target. По-моему, это мне особо-то и не нужно вообще. Scene компонент он мне не нужен. Так, удаляем вот этот вот. Так, подождите. Какому мы делали мешу, а не монтаж? Да, то есть вот это можно убирать. Теперь у нас камера прилеплена к мешу. Так, надеюсь, тут ничего не сломалось. Так, это у нас... Это не надо. Так, это у нас сфера, которая отвечает за рассудок. Так, камера. Так, static mesh. Это именно самой камеры, да? Ладно, это пока все не трогаем. Давайте попробуем запустить. Он у нас еще и hidden in game, да, стоит этот mesh. И visibility у него отключен. Так, я помню, как-то я искал. Где-то была какая-то галочка, которая скрывала его во время игры. Сейчас я буду вручную искать. Как найду. Я разобрался здесь, какая настройка отвечает за то, чтобы он был виден в игре или нет. То есть тут есть такой параметр. Во вкладке Rendering Advanced есть параметр Owner No See. То есть владелец не видит, дословно, да. Обратите внимание, что она сейчас неактивна. И если тут навести, тут появляется подсказка, что этот параметр автоматически включается, если значение First Person Primitive Type выставлен на World Space Representation. То есть нужно поменять это значение на First Person. То есть этот параметр становится активным. И можно выключить его. И теперь мы будем видеть mesh в игре. То есть теперь получился классический персонаж от первого лица. Попробуем так запустить. Но что-то тут у нас происходит такое. Так, камера куда-то у нас улетает. Скорее всего, из-за того, что она... то есть им мешают вот эти вот штуки. Давайте я пока на время их подвину. Чтобы не запоминать прям точные координаты, я сделаю привязку по 50 единиц. То есть на 50 подвину вот эту и вот эту. Для начала проверим, что просто анимация правильно работает. Так, пока что не особо, да, все работает как надо. Так, давайте тогда по частям. Сначала будем просто попробуем аним-монтаж сделать. Я вот тут сделаю вот так. Так, это можно удалить. То есть пока что будет просто проигрываться аним-монтаж. Посмотрим. Так, мы все равно куда-то перемещаемся. Потому что я не отключил. То есть здесь сначала просто должен срабатывать аним-монтаж. У нас сразу же куда-то камера дергается. Давайте я попробую еще назад ее отодвинуть.
Прям совсем подальше. Чтобы мы все равно видели в любом случае нашего персонажа. Я понял, в чем проблема. То есть камера у нас привязана к голове, и так как у нас персонаж начинает поворачиваться, соответственно, двигаться и камера. То есть камеру мы привяжем тогда, наверное, к капсуле. И можно уже ее немножко нормально подвинуть теперь поближе. Так, анимонтаж работает нормально. Теперь перемещение персонажа. Вот, в принципе, все работает. Теперь обратно идем. И обратно работает. Все точно так же, как положено. То есть вот так вот можно будет теперь пролазить. Давайте я верну теперь стенки на место. Этот сюда. Этот сюда. Так, ну и камеру давайте я верну куда-нибудь поближе к голове. Так, давайте я вот локейшн сброшу ее просто. И теперь подниму повыше. Я уже забыл те значения, которые я запоминал, где должна быть моя камера. Ну да ладно, пока пускай так будет. Вот я вот так вот подхожу к этой щели. В принципе, анимацию практически не видно. Но если смотреть куда-нибудь вниз и идти, то можно увидеть, да, анимацию. Если не смотреть вниз, то, в принципе, игрок особо и не поймет, да, что здесь какая-то анимация была. Можно, конечно, поправить немножко анимацию саму и выше руки немножко поднять. Давайте я посмотрю, будет ли это как-то... Будет ли слишком сложно. То есть просто во всех ключевых кадрах я подвину руки повыше. Ну, в тех именно, где они у нас касаются стены. То есть буквально я сделаю привязку по 10 единиц и подниму это все где-то на 20 пунктов. Давайте пока даже на 10 оставим. 10 здесь. Это что такое? Так, 10 тут. 10 тут. Здесь можно уже не двигать. Так, теперь давайте левую руку. Так, левая рука у нас. Здесь поднять на 10 единиц. Здесь поднять на 10 единиц. Ну, соответственно, здесь тоже промежуточные кадры. Здесь поднимаем на 10. Здесь. 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 Ну-ка, давайте посмотрим, как это выглядит. Ну, теперь, я думаю, должно быть это видно, да? Если у нас камера условно находится вот на вот этой высоте, вот где голова. Если я буду вот так вот смотреть, вот сюда, в принципе, я должен буду заметить руки. Так, ну давайте теперь пересохраним анимацию. Закрываем секвенцию. Создаем новый аним-монтаж. Так, убираем ему смешивание. Точнее, можно даже только начальное смешивание убрать. А конечное можно, наверное, оставить. Давайте пока так попробуем. Так, и меняем здесь аним-монтаж на вот этот. Давайте попробуем запустить. Вот я подхожу. Все, теперь я вижу, что у меня тут рука промелькнула. То есть, если я буду смотреть куда-нибудь там в левую сторону,
то вот как-то так. Ну, конечно, надо будет еще допиливать эту механику, да, вообще, конечно, нужно будет самого персонажа от первого лица, скорее всего, тоже переделывать. То есть я сейчас могу еще немножко повысить качество графики, потому что, как правило, тогда и освещение немножко лучше становится. Можно Field of View еще, да, персонажа убрать немного. Точнее, не убрать, а побольше угол обзора, да, сделать. Давайте попробую чуть поднять его. Может быть, 100 градусов сделать. Особой разницы нет, ну тогда ладно, вернем как было. Так, ну и в целом теперь что? Теперь я могу убрать, убирать вот эти вот стрелочки, Hidden in Game поставить, вернуть. Также эти боксы спрятать. Так, тут все у нас, тут все. И теперь вот такой вот вид, да, получается. То есть непосредственно эти блоки, конечно, можно будет и убрать потом, то есть они мне нужны были только для ориентира, либо можно будет сделать их просто hidden in game, отключить им вообще всю коллизию, да. Они мне нужны будут только для того, чтобы понимать, где именно располагать стены, которые будут уже в самой игре, которые будет видно, да. Ну, давайте пока я их оставлю, давайте, допустим, я куда-нибудь вот этот вот блок перемещу. Ну, давайте вот там, где у нас был приемный покой. Я сделаю там где-то, что можно будет пролезть. Так. Откуда мы будем пролазить? Так, надо потолки отключить. Так, где мы должны будем пролезть? Ну, давайте, к примеру, даже вот так вот сделаем. Нет, здесь у нас по умолчанию закрыта, да, область? Угу. Давайте тогда вот куда-нибудь сюда поставим. Так, привязку сделаем 5. Здесь даже придется, конечно, немножко сделать перестановку. Ну, давайте представим, что у нас здесь должна быть какая-то вот такая вот щель в стене, да? То есть вот эта дверь у нас будет заперта. Давайте сделаем ее заблокированной. Вот так вот, да? Потом, получается, мы должны будем здесь... Эта дверь у нас тоже будет... Эта дверь у нас будет открытой. Хорошо. Этот шкаф давайте пока куда-нибудь уберем. Пока мы еще не сделали, чтобы его можно было двигать. Пускай вот тут как-нибудь где-нибудь постоит. Задумка какая, да? То есть мы не можем попасть в эту комнату через эту дверь, потому что она закрыта с той стороны, да? Но мы можем пролезть сюда через щель в стене, что-то здесь собрать, сделать, выйти здесь, отодвинуть, допустим, шкаф, выйти здесь, и здесь у нас будет какой-то замок, да, с этой стороны. Кстати, замок у меня уже тоже есть, я его сейчас тоже добавлю в игру, и посмотрим, как это будет выглядеть. Так, у меня села мышка, сейчас я поставлю на зарядку. Так, в итоге вот что у нас получается. Здесь мы должны будем расположить щель, вот эту. Давайте теперь тогда отодвинем вот это все барахло на столе. Ну и сам стол, да? Табличка, ящики, сам стол, батарейки, записка из дневника, аптечка. Все это дело теперь нам надо передвинуть куда-нибудь. Ну вот так куда-нибудь, да? Так, пускай будет так. А сам шкаф этот тоже мы сдвинем вот сюда, чтобы нам не мешался. Ну и, соответственно, стены здесь надо также поменять, передвинуть. Так, так, стенку эту мы
Сейчас поменяем ей mesh. То есть у нас она стоит сейчас 200 сантиметров. Мы поменяем ее на 100 сантиметров. Ну и подвинем сюда чуть-чуть. В OneLeak перейдем. Вот как-то так, да, у нас будет. И еще, я думаю, нужно теперь вторую стенку сделать, но уже 50 сантиметров. Вот, и примерно вот такая вот у нас получается. И то же самое придется сделать тут. Так, эту стенку меняем на 50, я так думаю. Я так понимаю. Так, давайте я пока эту уберу, чтобы мне проще было со стенками тут работать. Так. Так, у меня что-то тут не срастается. Давайте я сейчас вот так вот буду делать. У меня тут идут несостыковки, потому что у меня тут... Хотя почему у меня тут несостыковки, если все должно стыковаться как положено? Потому что если у меня дверные проемы здесь состыковались, тут у нас стенки. Вот вообще, конечно, я думаю, что зря я сделал шаг толщину стенок 20-40 сантиметров, потому что они мне потом отломают вот это все дело, потому что я не могу потом нормально состыковать все. То есть тут, ладно, как-то получилось дверь сделать, а вот тут будет проблема. Угу. Ну ладно, пускай тогда пока будет, пока я отодвину вот эту вот всю комнату. Я ее подвину немножко вот так, чтобы они состыковались с этой стенкой. Так, все подходит. И теперь вот этот шкаф подвинем. Ну и пол, да. Тут останется немножко щель между... Ну ладно, это я потом еще переделаю. Так, ну теперь давайте двигать вот это вот сюда. То есть вот такая вот у нас получается дырка в стене. Условно, да? Так, теперь дублируем вот эту стенку. Угу. Все-таки нужно будет, да, как-то мне еще подогнать все это дело друг под друга. То есть, чтобы по факту получается у меня здесь расстояние ровно 50 сантиметров, да? То есть, если я сейчас продублирую и сделаю 50-сантиметровую стену, она вот точно закроет вот этот проем. То есть, и мне нужно сделать так, чтобы в моем блупринте расстояние между этими двумя стенками также было 50. То есть мне, получается, нужно их все немножко сдвинуть. Так, давайте я буду по 5 смещать. Так, 5 это сюда. Это сюда. Так, это сюда. И вот это сюда. Давайте посмотрим, что получается. Так, особо ничего не поменялось. Давайте еще двигать. Давайте по десятке сделаем. 10 сюда. А эти в другую сторону 10. Да, вот уже стало немножко получше. Но, по-моему, слишком, да? Перебор. Возвращаем назад. Уже на 5 единиц.
Так, все, теперь вот ровно 50 сантиметров у нас тут есть. Теперь я могу сделать... Так, во-первых, мне нужно отключить коллизию вот этих кубов. И вообще сделаю их hidden in game. То есть в игре их не должно быть видно. Ну и давайте Player Start теперь подвинем сюда поближе и посмотрим. Тут мы будем начинать игру. Так. Здесь тоже надо сделать hidden in game. И убрать коллизии все. Впоследствии можно будет вообще их убрать и сделать просто volume, да, чтобы их просто видеть как прозрачный куб. Так, ну вот, представим, да, что мы подходим. Эта дверь у нас закрыта. Но мы видим, что здесь можно пролезть. Пролазим, попадаем сюда. Здесь открываем. И здесь давайте вот я сейчас сделаю быстренько такую маленькую простенькую механику замка. Так, для начала я импортирую меши соответствующие. Так, они у нас находятся в этой папке. Так, импортируем. Находим папку. Так, meshes. Так, тест. Она у нас называлась... Вот эти два меша мне нужно. Импортируем. Так, где они у нас? Так, теперь открою сразу папку. Сразу открою эти два ассета. Сразу добавлю им какие-нибудь материалы. Так, вот у меня есть тут уже небольшой набор таких базовых материалов. Так, мне нужен какой-нибудь металлический. Где у нас тут металл? Вот такой вот есть металл. Пускай будет этот сюда, а этот сюда. Так, ну и теперь давайте я быстренько создам еще один blueprint. Так. По-английски называется thumb turn, то есть именно как такой замок поворотный, да? Добавляем сюда два static mesh. Так, первый у нас будет именно основа. Второй будет у нас сам замок. Вот такой вот типа замочек у нас получается. Его можно будет вращать, чтобы его повернуть, да? Так, здесь у него делаем кастомные. Так, будем все игнорировать. Единственное, только взаимодействуем. Будем по каналу Interaction получать взаимодействие. Так, теперь подключаем ему интерфейс взаимодействия. VPI Interaction. Так, теперь при взаимодействии мы будем его вращать, эту штуку. Во-первых, да? Так, создаем кастомный event. Так, давайте назовем его поворот. Так, будем вызывать через flip-flop.
И будем вызывать через таймлайн буквально за полсекунды, наверное, да, будет достаточно. Так, а на B будем в обратную сторону проигрывать. Так, полсекунды, время, добавляем трек, 2 ключа. Здесь по нулям. Здесь 0,5. Значение 1. Так, теперь у нас какой mesh? Вот этот static mesh 1. Мы будем его вращать. Так, lerp, альфа сюда. Так, получается, будем из позиции 0,0 вращать. Точнее, изначально позиция будет 0,90,0. В позицию 0,0. То есть это когда мы будем открывать, да, изначально этот замок. А в обратном порядке, наоборот, мы будем его закрывать. То есть первым делом мы делаем сам поворот. Так, ну и, конечно же, сюда мы теперь добавим наш компонент триггер. И, соответственно, потом мы будем вызывать у него события, да? Start триггер. Так, я уже забыл, какой именно функцию надо вызывать нам. Наверное, надо их как-то переименовать, чтобы я потом не путался. Так, start trigger function есть, а есть просто start trigger. Где у нас start trigger? А, вот start trigger у нас есть. Угу. Так, просто start trigger, значит. Здесь вызываем. Так, это пока можно закрыть. Вообще, конечно, коллизию надо было еще проверить бы. Давайте я проверю коллизию у него. Так, коллизии у него нет. Значит, создаем коллизию. Так, нам нужна сфера. И нам нужно ее немножко вот так вот. Нет, значит, нам нужна все-таки капсула, да? Хотя, в принципе, можно и сферу сделать. Пускай будет сфера, я думаю. Думаю, ничего страшного, если мы будем по сфере попадать. Так, в общем, теперь что у нас есть? Теперь у нас есть blueprint. Так, где у нас вот эта дверь? Пускай у нас будет здесь с внутренней стороны вот этот замок. Так. Давайте перекинем его на постоянном уровне. Хорошо. Теперь мы его поднимем. Так, нам нужно его развернуть на 90 градусов. Точнее, на 180. И, кстати, наоборот, он же у нас должен быть закрыт изначально, да? То есть тогда наоборот здесь из позиции 0, 0, 0 будем перемещать в позицию 90, да? То есть, точнее, вращать. Так, теперь давайте мы его вот так вот поднимаем, куда-нибудь прилепим к двери. Вот как-нибудь так, да? Так, теперь у триггера назначаем действие, одиночное действие, не повторяющееся. Так, задаем действие первое.
Так, тип у нас будет... Так, я что удалил? У нас есть открыть дверь, а есть загрузить, выгрузить под уровень. Ну тогда, значит, нам нужно еще один создать тип. Так. Называться будет unlock door, да? Так, выбираем здесь unlock door. А target выбираем vector. Вот эту вот дверь. Теперь здесь нам нужно сделать так. Как мы делали дверь, когда открывали? Так, здесь мы делали interact. API interaction, да? Так, теперь тогда мы откроем снова интерфейс. И создадим здесь еще одну функцию unlock. Просто unlock. А, уже есть такая, что ли? Ну, раз есть, тогда хорошо. Тогда мы просто вызываем здесь. Так, unlock message. Так, соединяем сюда. А actor подключаем в качестве таргета. То есть мы будем отправлять двери, которые указываем вот здесь, а сообщение, что мы хотим ее разблокировать. Соответственно, теперь, когда дверь будет получать это сообщение, где у нас дверь, BP door, нужно найти эту функцию. Да, она у нас есть уже, эта функция. Давайте попробуем запустить, проверить. Так, подходим. Давайте я графику немножко уберу. Понизим немножко качество графики. Так, подходим. Пролазим через щель. Подходим в дверь. Нам надо было запереть эту дверь сначала. Нет. Почему я сделал ее здесь вообще, этот замок? Надо было на той двери делать, да? Так, на 90 градусов. Вращаем и перемещаем вот сюда. И, соответственно, целевую дверь надо поменять на вот эту. Пролазим через щель. Открываем дверь. Проходим. Тут у нас дверь закрыта. Но если мы сделаем так, мы не можем попасть сюда, да? Так. Ну-ка, давайте я попробую ее немножко сдвинуть сюда, проверить вообще, что работает. Видимо, дело в коллизиях. Жмем сюда. Открываем дверь. Попробуем вот так вот выстрелить. Так. Еще кое-что забыл. Да, поэтому, видимо, не работает. То есть у нас здесь должна быть get is interactable. Вот. То есть нам нужно отправлять true, тогда она будет, с ней можно будет взаимодействовать. Так, проходим. Угу. Так, пока ничего здесь пока не хочет. Так, давайте я пока лишнее позакрываю здесь.
Ну правильно, потому что мы не вызываем вот этот кастомный ивент. Так, где у нас сообщение Interact? И вызываем вот это вот событие. Вот, теперь должно, наверное, все-таки все сработать сейчас. Дверь заперта. Щелкаем. Дверь открылась. Все. Так, теперь нужно, конечно, еще бы сделать звук, да? Так, звук. Так, давайте сделаем это вот так. Перетащим сюда. Так. Play sound. В принципе, можно 2D, да, делать. Так, ну и, конечно же, вот эту дверь, точнее не дверь, вот этот замок нужно приоттачить, я думаю, к двери, потому что она должна потом двигаться вслед за дверью. А потом нужно сделать ее, чтобы с ней нельзя было повторно взаимодействовать, поэтому нам все-таки понадобится здесь переменная is interactable. То есть по умолчанию она у нас будет равняться true, но как только мы с ней будем взаимодействовать, мы будем задавать ей значение false. И, соответственно, в интерфейсе будем подавать именно эту переменную. Так, теперь нам нужно ее... Так, во-первых, закинуть в папку с дверями. Так, все лишние папки давайте другие я позакрываю. Так. Теперь нам нужно взять вот эту штуку. Так, какое название тут у нас? BP Door New 8. Ищем ее. И нам нужно ее сюда вот приоттачить. Давайте проверим, что она у нас будет двигаться вслед за дверью. Так, у нас дверь закрыта. Так, мы вот тут коллизиями не попадаем, да? Видимо, у нас слишком большая сфера здесь. Наверное, нужно поменьше сделать. Так, это можно закрывать. Это закрывать. Так, ищем наш line trace. Ну, точнее, это у нас уже сфер трейс идет. Так, трейс радиус у нас идет 10. Давайте сделаем 5. Давайте я буду его сделать так, чтобы его было видно. Неужели надо еще меньше сделать? 2. Скорее всего, у нас просто коллизия двери выходит за пределы вот этой штуки. То есть я сейчас просто включу отображение коллизии. Откроем вообще blueprint двери. Посмотрим, где у нас тут box collision. Да, у нас тут box collision, видите, вот идет, перекрывает полностью все. То есть нам нужно будет, скорее всего, ее уменьшить. То есть не скорее всего, а прям хорошо уменьшить. Уменьшить ровно настолько, чтобы она не перекрывала коллизию этого нашего замка. Так. Ну, я думаю, что вот примерно вот такая толщина, я думаю, нам пойдет. Давайте попробуем.
Тогда можно было бы, в принципе, и сферу не уменьшать. Все, теперь у нас работает. Больше мы не можем на нее взаимодействовать с ней. Но теперь можем открыть дверь. Но проблема в том, что она у нас остается на месте. Но я думаю, потом с этим еще можно будет разобраться. Давайте я тогда трейс радиус верну хотя бы на 5. Отключу видимость. Еще раз проверим, что мы теперь можем попасть по этому замку. Угу. Ну, останется только теперь потом решить так, чтобы она двигалась вместе с дверью. Либо можно вообще, конечно, сделать этот замок частью блупринта двери, приатачить и сделать ее видимой, либо невидимой в зависимости от переменной. Да? То есть, если у нас будет переменная, что эту дверь можно отпереть с помощью этого замка, то есть она будет типа булин, если она будет равняться true, то мы будем включать видимость этого замка. Если нет, то этого замка просто здесь не будет. Ну, я думаю, так будет даже проще, скорее всего, учитывая, что, в принципе, все двери у меня наследуются от одного класса, так, в принципе, с этим проблем быть и не должно. То есть, ну, самое главное, что я хотел сделать в этом видео, это вот эту вот механику пролезания через щели в стенах. А что-то у нас тут с ногами еще происходит. Я знаю, это у нас проблема в Ctrl-риге. Надо, кстати, думаю, ее лучше тоже сразу исправить. Так, поэтому мы переходим сюда, персонажа. Так, теперь нам нужно здесь добавить дополнительную переменную, которая будет говорить нам отправляться в анимационный blueprint и отключать там Ctrl-rig. Тот Ctrl-rig, который у нас отвечает за перемещение ног. Так, поэтому введем еще одну переменную. И она у нас уже есть. У нас уже есть переменная, да? То есть is squeezing. Так, переходим тогда в анимационный blueprint. Так, где наш mesh? Так, я не вижу mesh. Вот он у нас. Так, находим анимационный blueprint. Открываем. Так, смотрим, какие у нас тут интерфейсы подключены. Так, интерфейсов нет. Давайте я лишние вкладки здесь позакрываю. Так, получается, у нас тут есть фонарик. Но нам он, в принципе, здесь не нужен. То есть он нужен только персонажу. Тогда будем отправлять сообщение еще персонажу. Так, у нас какой здесь бренч идет? Копируем. Подсоединяем это сюда. То есть анимационный blueprint будет у персонажа, у владельца спрашивать, поддерживает ли он определенный интерфейс. Если да, будет спрашивать какое-то сообщение у него. Остается выбрать, какой именно интерфейс мы будем использовать. То есть у нас тут уже есть интерфейс BPI Interaction, и, по-моему, еще можно использовать BPI Character, по-моему, я создавал. Так, какая-то у нас тут глюк какой-то. Так, BPI Character, да? Давайте я буду его использовать. Так, get is squeezing. Результат будет, как обычно, boolean. Так, теперь у персонажа нужно описать эту функцию, переписать. Так, get is squeezing. Это сюда. Компилируем. Так, теперь здесь нам нужно выбрать именно этот интерфейс. Нет.
BPI character. Будем у него спрашивать get is squeezing и записывать в переменную. Эта переменная, в свою очередь, я думаю, тогда должна у нас здесь влиять на то, чтобы использовать Ctrl-Rig или не использовать Ctrl-Rig. Давайте сделаем вот так вот. Blend poses by bool. Подключаем сюда эту переменную. То есть, если false, мы будем использовать обычную, базовую вот эту логику. А если true, то мы просто будем игнорировать этот Ctrl-Rig и подключать сразу вот это вот сюда. Так нам нельзя сделать, да? Давайте сделаем тогда... Так, тут мы что подключали? Flashlight. Давайте закэшируем туда эту позу. Вот так мы ее закэшировали. То есть, если мы подключаем Ctrl-Rig, если у нас персонаж не протискивается через стенку, а если протискивается, то без Ctrl-Rig. Вот, как-то так должно все работать. Давайте проверим. Надо сейчас смотреть на ноги. Все, ноги вроде бы сработали нормально, как положено. Ну, останется теперь только подготовить ассеты в виде разрушенных стен, либо еще чего-то другого. Ну, неважно, то есть главное, чтобы расстояние проема было равнялось 50 сантиметров, тогда это можно будет внедрять в любые участки стен. Так, ну, в целом на этом видео все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и до встречи в следующих видео.